Внимание постоянно погружается в жалость к себе. Как этого избежать? Ну, тяжело этого избежать. Тяжело, конечно, этого избежать, потому что жалость к себе – это одна из корневых эмоций. То есть, если представить эмоции как дерево, да, там есть корень, есть ствол, есть большие ветки, есть средние ветки, есть малые ветки, есть листья. Это все будут эмоции разных типов и мастей. Да? Вот жалость к себе, она очень близко к корню. Она там вот, в нижней части ствола. В нижней части ствола. Я под жалостью к себе имею в виду сейчас не... Ну, там, не то, что человек сидит и говорит, бедный я бедный, там, как же так получилось, и все такое. Я не про это сейчас. Я про то, что мы не хотим идти на боль. Ну, то есть мы не хотим меняться. Мы не хотим менять свои модели поведения. Про выход из зоны комфорта. Вот, про знаменитый, уже набивший оскомину, выход из зоны комфорта. Вот я про это. Вот этого никто не хочет. Все жалеют себя. По сути дела, жалость к себе измеряет что? Ну, вашу успешность. Да. Вот, то есть, сколько у вас денег, это прямое следствие, обратно пропорционально вашей жалости к себе. Да? Если у вас денег на 1/10 по десятибалльной шкале, значит, у вас жалость на 9/10 по десятибалльной шкале. Вообще в любой в любой области, если вы где-то не успешны, значит, первый ваш внутренний враг – это жалость к себе. Я это для чего сейчас тебе говорю, Женя? Для того, чтобы ты понял, что это серьезный соперник. Это серьезный соперник. Потому что на ней работает вот следующее под ней – это уже бессилие. Да? Ну, это даже не под ней, они на одном уровне стоят. Жалость к себе – это обратная сторона бессилия. Отсутствие силы. Да? Поэтому в совершенно любой области, куда вы не пойдете, если там у вас не прет, ну, значит, вы не нащупали в себе силу взять этот результат. Будь это отношения, там, или это деньги, или успех, карьера, дружба, саморазвитие, мастерство в какой-то области, вообще не важно. Если вы не успешны в чем-то, значит, вы не готовы меняться. Значит, вы не готовы выходить из зоны комфорта. Ну, значит, это жалость к себе. Вот. Серьезный соперник. Очень серьезный соперник. Один из главных. Да? В чем ее сложность? То есть, как соперник, в чем ее сила? Сила в том, что ее невозможно победить до конца, никогда. У каждого из нас есть свой порог. У меня свой, у тебя свой, у каждого есть свой. Причем ты в одной области можешь не жалеть себя вообще. Да? То есть кто-то, например, может там, работать по 20 часов в сутки. А кто-то не может 3 часа удерживать внимание. Но при этом тот, кто не может 3 часа удерживать внимание, может легко выступить на сцене. А тот, кто работает 20 часов в сутки, развалится, пока идет до этой сцены. Просто от волнения, от страданий там, и прочего. То есть это еще в чем еще сложность, да? Мало того, что это главный барьер, она еще и многогранна. И то, что вы в одной области научились себя побеждать, вообще не значит, что вы в другой себя победите. Вообще. Вот такая вот это сложная штука. Значит, что мы можем предложить? Да, у тебя, в отличие от большинства предыдущих вопросов, как сформулировано, как этого избежать? Да? То есть нужна практическая инструкция. Как этого избежать? Ну, тут есть несколько способов, которые нужно использовать одновременно. Вообще нужно понять, тебе, Жене, и всем остальным, кто хочет что-то изменить в своей жизни, что нет какого-то одного способа изменить свою жизнь. Да? Нужно делать много вещей одновременно. То есть нужно брать Измаил со всех сторон, как Александр Васильевич Суворов. С севера, с юга, с запада, с востока, с суши, с насыпи, с воды, короче, со всех сторон. Вот только тогда крепость можно взять. Все остальные, кто брал Измаил, не взяли. Не взяли. Вот то же самое с жалостью к себе. Первое, что надо понимать, что она разная в разных областях. Второе, что вы никогда не можете победить ее окончательно.
Да? То есть все равно до какого-то уровня вы дойдете, будет следующее, а за ним следующее, а за ним следующее. Так устроен человек. Это постоянный тест. И в-третьих, со всех сторон. Только со всех сторон. Значит, какие это стороны? Что надо делать? Ну, первое это поставить цель, конечно. То есть, там есть знаменитая притча про два волка, которые в душе человека борются. Один тянет на сторону зла, второй на сторону добра. И там ребенок спрашивает: а кто победит, тятенька? Какой волк? И он ему отвечает: какого будешь кормить, тот и победит. Да? Тот и будет сильнее. Вот тут то же самое. То есть, либо цель, либо жалость к себе. Правильно? Ты держишь фокус внимания либо на одном, либо на другом. Вот ощущение цели, ну, без него ничего больше сделать нельзя. Да? То есть, что бы ты ни делал, если ты будешь просто сражаться с жалостью к себе, даже если ты будешь ее побеждать, тело все равно не знает, а что делать-то вместо этого. Поэтому оно будет снова жалеть себя. Поэтому первое, что надо сделать, надо иметь второе направление для своего внимания. То есть, если ты не будешь жалости к себе, то ты будешь в чем? Куда пойдет твое внимание? Каким руслом оно будет течь? Это должна быть цель. И цель должна быть не понята головой, она должна быть прожита телом. Не понята головой, а прожита телом. Вот, это первое. Второе, это, конечно, практика. Это практика. Надо завести себе какую-то именно телесную, да, потому что все идет из тела. Надо завести себе какую-то телесную процедурку. Напомню вам, что все практики тела, а это голод, холод, задержка дыхания, да, гвозди, все работают по одному принципу. Надо сделать телу больно, надо сделать телу так, чтобы оно почувствовало, что приближается смерть. Только в этот момент тело начинает избавляться от плохого. Только в этот момент тело мобилизуется. Все остальное тело не воспринимает. Тело развивается только кнутом. Поэтому все духовные практики во всем мире, во всех духовных школах одинаковы. Они построены на том, что вы доводите тело до состояния приближенности к смерти. Стоите на гвоздях, терпите боль, заходите в холод, тело замерзает, голодаете, тело умирает, там, делаете задержку дыхания, тело не может дышать. Только так, другого языка тело не понимает. Вот надо взять себе какую-то практику и тренировать свое тело. Ну, там, или, может быть, какую-то спортивную. Ну, короче, должна быть какая-то практика для тела. И ее надо дополнять той практикой, в которой тебе мешает непосредственно жалость к себе. Да? То есть, если речь идет о, там, не знаю, о публичных выступлениях, значит, надо тренировать какой-то практикой тела и надо тренировать публичные выступления. Если речь идет, там, не знаю, о продажах, значит, ты тренируешь какой-то практикой тела и какой-то практикой тренируешь продажи. То есть тело и твоя область, тело и твоя область, тело и твоя область. Надо практиковать. Должна быть цель, должно быть тело и должна быть практика в области, которая ведет к цели. Все это и цель, и практика будет бесполезно и не будет давать эффекта, если ты не найдешь источник внутренней энергии внутри себя. Ну, то есть источник силы. Нужно найти некую внутреннюю опору. Если этого нет, то практика будет укреплять твое тело, да, и какое-то давление ты сможешь держать. Но чуть больше ты опять свалишься в то, что в бессилие. Да. Если ты поставишь цель и будешь делать практику, но опять-таки сверхдавление, ты не выдержишь, уйдет внимание из цели, ну и опять свалишься в бессилие. Поэтому нужен источник силы. Что-то на что ты опираешься внутренне, о чем тебе не надо беспокоиться, некая точка опоры. И отталкиваясь от этого, ты идешь вперед. Это можно у меня найти на мастер-группе, либо ты можешь это искать любым другим удобным тебе способом. Ну, четвертое, я бы сказал, это может быть применимо к тебе, может быть неприменимо. Это, конечно, эмоциональный аспект. То есть надо научиться работать со своими эмоциями. И тут две основные вещи. Первое, ты должен воспитать в себе состояние принятия, ну хотя бы встать на этот путь. Это не особо сложно на самом деле. Особенно при выполнении первых трех. Это вообще не сложно.
Вот. А второй аспект посложнее немножко. У тебя могут быть в теле какие-то заряды, да, с детства еще. Ну, просто большие области напряжения. Их просто надо вытянуть, да. Вот они как занозы сидят в теле. Вот какой ты танец не танцуй, цели не ставь, но заноза есть заноза, она в теле. Вот ее надо достать. То есть эмоциональные занозы. Их обычно немного, там 2-3 штуки, ну, основных, которые сильно портят жизнь. Надо достать. Надо достать. Ну, вот это основные вещи, которые надо сделать, с моей точки зрения. То есть цель, практика тела, практика по цели, источник силы и эмоциональный аспект, который принятие и устранение эмоциональных занос. В совокупности 5 этих вещей дадут тебе искомое состояние. Ты сможешь регулярно, постоянно наращивать порог жалости к себе. То есть все больше и больше брать задачи. Если делать со мной, на все про все может уйти от 8 недель. Это не исцеление, да? То есть это как бы переустановка всех процессов.